Привет, меня зовут Лена. На своем канале я готовлю полезные десерты без сахара. Сегодня я покажу вам, как приготовить вкуснейший шоколадный ПП-торт. При всей его шоколадности, а в составе есть качественный шоколад, в нем прекрасное содержание белка и невысокая калорийность. Этот торт точно войдет в мой плейлист, понравится даже тем, кто не на ПП. Друзья, я также подготовила для вас рецепт низкокалорийного и низкоуглеводного зеленого торта из киви. Этот легкий и вкусный тортик точно внесет красок в любой серый день и подарит вам много витаминов и хорошую порцию белка. Подписывайтесь на мой канал и ставьте колокольчик, чтобы не пропустить этот вкуснейший тортик. Для коржей нам понадобится 3 яйца, 145 грамм кефира. К кефиру добавляем 7 грамм соды и оставляем на 4 минуты. А пока соединим сухие ингредиенты. 110 грамм муки, у меня это смесь полбяной и рисовой в равных пропорциях. Добавляем 20 грамм кокосовой муки, ее можно заменить на любую ореховую или льняную муку. 15 грамм какао, 30 грамм протеина, его можно заменить на сухое молоко. И 13 грамм подсластителя. Размешиваем венчиком. Соединяем вместе жидкие ингредиенты, яйца и кефир с содой. Размешиваем. И добавляем к ним сухие ингредиенты. Тоже тщательно размешиваем венчиком до однородности. Вот такое тесто получается. Выкладываем тесто в форму, у меня это кольцо диаметром 16 см с дном из фольги. И отправляем выпекаться в разогретую до 180 градусов Цельсия духовку на 40 минут. Вот такой коржик получился. Когда он немного остынет, снимаем фольгу и с помощью ножа отделяем корж от стенок формы. Едва теплый корж упаковываем в пищевую пленку и отправляем в холодильник как минимум на 4 часа. Приготовим простой шоколадный крем. Для этого нам понадобится 600 грамм рикотты. Ее нужно достать чуть заранее, чтобы она не была холодной. И обычно рикотта не очень однородной консистенции, попадаются крупинки, поэтому мы будем измельчать ее блендером. Добавляем 10 грамм подсластителя и измельчаем блендером до однородности. Вот такая приятная гладкая консистенция должна получиться. Дальше нам понадобится 90 грамм горячего молока. Добавляем к молоку 15 грамм какао и тщательно размешиваем до исчезновения комочков. Кстати, кто любит сочетание кофе и шоколада, можно добавить растворимый кофе, но не больше 1 чайной ложки. Сюда же в немного остывшее молоко, в идеале его температура около 60 градусов Цельсия, добавляем 100 грамм качественного горького шоколада без сахара. В этом рецепте используем шоколад с 72% содержанием какао-продуктов. Тщательно размешиваем до полного растворения. Если вдруг шоколад еще полностью не растворился, а смесь уже остыла, то прогрейте ее импульсами в микроволновке или на водяной бане. Важно не перегреть шоколад. Вот такая насыщенная шоколадная масса должна получиться. Теперь в эту массу небольшими порциями вмешиваем рикотту. Добавили и сразу тщательно промешали венчиком. Это нужно для того, чтобы не было резкого остывания шоколада и он не застыл. Так постепенно вмешиваем всю рикотту в 3-4 порции. Вот такой потрясающий шоколадный крем у нас получился. Пока он не холодный, имеет вот такую нежную консистенцию. После остывания в холодильнике станет немного плотнее. Перекладываем крем в кондитерский мешок и храним в холодильнике до сборки торта. Перед сборкой торта достаем корж из холодильника, распаковываем и с помощью большого ножа срезаем неровную шапочку. Постепенно прорезаю ножом все глубже и глубже. Вот такой коржик получается. Наша задача теперь разделить его на 3 равные части, каждая будет около 1 см толщиной. Намечаю ножом линии надреза. Первый круг я прохожусь тоже лишь намечая горизонтальную линию, а дальше прорезаю все глубже.
Тут лучше не спешить, чтобы получить ровный разрез. Вот такие коржики у нас получились. Тоненькие, мягкие, шоколадные. Приступаем к сборке торта. Нам понадобится коржи, крем, пропитка, у меня это 90 грамм крепкого подслащенного кофе, кольцо диаметром 16 сантиметров, которое стоит на подложке. Внутри кольца проложена ацетатная лента. На дно подложки кладем немного крема, чтобы зафиксировать торт. Выкладываем нижний корж. Я обычно кладу именно тот, который при выпечке был внизу. Пропитываем. На каждый корж здесь нужно 30 грамм пропитки. Советую придерживаться именно этого количества, так как перелить пропитки нельзя. Если в торте будет слишком много влаги, она будет уходить в крем, и он станет более жидким. Если же такие коржи не пропитать, они будут суховаты. Это особенность ПП коржей, которые не содержат масла. Выкладываем слой крема около 200 грамм на корж. Выравниваем. И выкладываем второй корж. Также хорошо пропитываем. Если вы любите сочетание кофе и шоколада, то вам точно понравится этот тортик с такой пропиткой. Это очень вкусно. Второй слой крема, тоже около 200 грамм. Выравниваем. Накрываем последним коржом. Тоже обязательно пропитываем. Укрываем торт пищевой пленкой и отправляем в холодильник как минимум на 4 часа. Крем также отправляем в холодильник. За это время он как раз немного загустеет. Торт настоялся. Снимаем пищевую пленку, кольцо и ацетатную ленту. Вот такой ровный тортик. Его будет легко покрыть. По рецепту крема осталось примерно 400 грамм. Это небольшое покрытие. И примерно 100 грамм нужно оставить, если в качестве декора вы хотите сделать розочки, как у меня. Покрываю торт я, как обычно, из кондитерского мешка, ровным слоем, двигаясь по спирали снизу вверх, до самого верха. И делаю еще круг над коржом. И покрываю всю поверхность торта. Выравниваем верхушку и бока. Снова верхушку и снова бока. Так, пока не добьемся подходящей формы. У меня вся поверхность будет покрыта глазурью, поэтому нет необходимости добиваться идеальной гладкости. В качестве глазури я использую глазурь молочный шоколад. Ее рецепт уже есть на моем канале. Делаю подтеки не спеша из кондитерского мешка с маленьким отверстием. Для подтеков нам обычно нужна более-менее остывшая глазурь, которая будет стекать с торта и застывать прямо на нем. Но чтобы покрыть торт полностью гладким слоем, нужно немного прогреть глазурь. В микроволновке или в мультиварке буквально полминуты. Все, глазурь немного прогрелась. Теперь она более текучая, а значит не застынет сразу и ляжет ровным слоем. Заливаем поверхность торта. Отправляем тортик в холодильник буквально на 5 минут до легкого застывания глазури. Остаток крема я перенесла в кондитерский мешок с вот такой насадкой. У меня это закрытая звезда 6 лучей. Буду делать 12 небольших розочек. Намечаю зубочисткой 12 точек, между которыми будут располагаться розочки. И отсаживаю декор между точками. Вот такой простой декор. Но при этом, я думаю, ни один любитель шоколада не сможет спокойно пройти мимо такого тортика. Очень нежный и очень шоколадный торт, как внутри, так и снаружи. Давайте его разрежем. Пахнет он, конечно, потрясающе шоколадно. Мягкие шоколадные коржи, пропитанные ароматным кофе, и вкуснейший шоколадный крем.
Тут на самом деле нечего больше описывать, это нужно просто пробовать. Просто невероятный торт. Если вам понравилось это видео, ставьте лайк, мне будет очень приятно. Подписывайтесь на мой канал и делитесь этим видео с друзьями. Пока!